Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем выкладывать необходимые работы, которые сегодня актуальны как никогда. Еще одна работа, и она очень сильная. Если сделать эту работу правильно, то можете не переживать за человека, который находится не в самом мирном месте, скажем так, расшифровано. Значит так, эту защиту можно начитать для себя, если вас преследует, если вы считаете, что есть опасения за вашу жизнь, есть физическая угроза вашей жизни, только в этом случае можно применить. Далее, вы можете провести эту работу для своего супруга, который часто уезжает по делам, в командировку. Может быть, он дальнобойщик, может, он работает в определенных структурах, и вы опасаетесь за него и за его жизнь. Может, он высокопоставленный чиновник, может, он судья, честный судья, и вот есть опасения, что могут ему отомстить за его честность. Можете начитать на своего сына, дочь. Вот в таких же обстоятельствах. Желательно, конечно, чтобы человек сам для себя провел, но если есть такая просто необходимость, жизненная необходимость спасти жизнь человеку, то проводят близкие люди, это мать, сестра, теща, не обязательно по крови родственники. Но, по крайней мере, родственники или близкие люди настолько, чтобы этот человек вам был дорог и силы услышали вас. Понимаете? Не для незнакомца. Это не получится, потому что у вас нет такой духовной привязанности и связи с этим человеком. Начитать для своего отца, для сына, для мужа, для близкого друга, для дочери, для матери и так далее. Я надеюсь, поняли, о чем речь. И начитать для себя только в том случае, когда вам грозит просто смертельная опасность, и вы знаете, что, пожалуйста, не от суда, не от преследований соседей. Я устала реально объяснять и говорить одно и то же. Будьте так любезны, слушайте видеоролик, хорошо? Просто внизу начинает «вчера отдала, вот забрать удачу вместо платы». Объяснила, в каких ситуациях это делается. Вы не представляете, как мне надоели просто. А вот там кто-то на нас подал жалобу, незаслуженно, могу ли я провести. Ну, чем вы слушаете? Или если вы настолько вот просто, у вас нет желания даже послушать, о чем речь, и вы сразу бежите делать, то вы пустой человек просто. Вы в этой жизни никогда ничего не добьетесь. Как может человек свою судьбу, свою жизнь доверить ритуалу, даже не изучив, не поняв, о чем речь, для чего можно провести? Поэтому будьте так добры, пожалуйста, слушайте еще раз, снова переслушивайте 50 раз, если с первого раза не доходит. Если вам человек сказал, что это для этого случая, для другого случая его не применяют. Понимаете? Точка. И, значит, можете применить для себя как защиту, но от смертельной опасности. Она не поможет от суда, не поможет от сплетен, от каких-то там, не знаю, неприятных разговоров, от конфликта в семье. Не поможет, потому что это конкретно нацелено на то, чтобы спасти жизнь человеку на войне, во время какого-то конфликта или в дороге, если есть опасения. Помните трасса Е95? Дорога смерти. Вот по этой трассе, проезжая, сейчас уже не так опасно, конечно, как раньше. Но в 90-е годы, например, я знаю, что ставили защиту водителям
жены шли к знающим людям. Некоторые задают вопрос, а вот почему, например, боги допускают, чтобы один воин погиб, а другой должен спастись? Потому что это закон мироздания, Вселенной. Кто меня почитает, кто меня уважает, тот получает мою помощь. Элементарно возьму себя, я не сравниваю себя с богами. Но просто для понимания всего, да, происходящего. Человек уважает меня, значит, работа моя, мои ритуалы у него получатся. Потому что он уважительно ко мне относится. Следовательно, он уважает те силы, те духи, которые стоят за моими работами. Не уважает меня, относится ко мне неправильно, несправедливо. Мои работы перестанут помогать этому человеку. Все. Потому что силы видят, они передают через меня. Если человек ко мне относится скверно, почему он должен брать мои работы и получать что-то хорошее, да? И они должны ему помогать в жизни. То есть он должен, это как хирурга избить и потом сказать, теперь меня оперируй. То же самое. Точно так же. Почему боги должны помогать человеку, чей родитель идет, просит у Яхвы? Просишь у Яхвы, у Христа просишь, еще у кого-то. Вот и все, пусть они помогают. Разве не справедливо? То есть ты должна благодарить, кланяться инородному богу, который добрым нравом не отличается, но в то же самое время должны древние боги спасать твоего сына. Вот почему. Таков закон мироздания. Кто твой бог? То есть, выбирая бога, выбираем судьбу. Просим у этого бога покровительства, пусть он и помогает. Все, другие не будут вмешиваться силы. Просто мне некоторые говорят, а вот я вот вашу защиту начитаю, можно потом я пойду в церковь, свечи тоже поставлю там перед святым Пантелеймоном, там Николаем Чудотворцем. Друзья мои, я не вправе кому-либо что-то говорить, и никогда не говорила, у меня не было цели кого-то откуда-то отвести. Верите в эти силы? Значит, спросите у этих сил. Понимаете, вы, как вы себе представляете? Вот вы начитали защиту, обратились к духу Черет. Потом приходите к Николаю Чудотворцу. Это совершенно иная энергия, иная сила. Все, чудотворец или эта сила, этот эгрегор, Черета в сторону отодвинули и говорят, иди, сейчас у нас попросили, давай, мы будем защищать. Он отступает и уходит. В духовном мире, в тонком плане именно так и происходит. То есть мы создаем конфликт между силами. В итоге ни один из них может не помочь. Силы тоже не любят людей, которые скачут отсюда туда, оттуда сюда. Они тоже любят постоянство и верность, как и мы, собственно говоря. Понимаете? Так вот, если ты попросил у чудотворца, пусть он и помогает. Помог, замечательно, спасибо ему большое. Значит, на сей раз эта сила сработала. Хотя в очень редких случаях, я вообще не помню таких случаев, если честно. Это не та сила, это не тот эгрегор, который заинтересован в том, чтобы ваш сын вернулся живым и здоровым. Вы идете у боженьки просить, ставите свечи, а вся доктрина христианства построена на мученичестве. Господь терпел и нам велел. Согласны ли вы мучиться? Согласны, Господи. Вот. Если вы согласны мучиться, вы будете мучиться. Я еще раз вам говорю, пойдете туда, попросите сохранить жизнь сыну, потеряете сына. Почему? Потому что вы открываете сердце перед врагом. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Это ваше право, в кого хотите верьте, но я вам говорю, как есть. Почему? Потому что в основном религии построены на боли, на крови, на плаче, на страданиях. И для того, чтобы подпитывать свой эгрегор, поскольку он основа страдания, убийство жрецов, уничтожение древних вед, уничтожение храмов, уничтожение культов богов и так далее. Все уничтожение сравняли с землей и привели страдания, да, на землю, которым почему-то всем нравится. Прям мазохисты. Вот страдать будешь? Да, да, я согласна. Так вот, она питается страданием. Это такой эгрегор.
Посмотрите древнеязыческие праздники и, например, современные христианские праздники. Господи, помилуй, прости, все грешные. Господи, какие мы все плохие, овцы, рабы. Ой, Господи, как же ты нас терпишь, какие же мы все сволочи неблагодарные, какие мы все плохие, да, мы должны страдать и плакать. А теперь посмотрите древние праздники. Радость, веселье, любовь, плодородие, да, песни, пляски вокруг костра и так далее. То есть там были боги радости и счастья, здесь боги страдания. Поэтому куда идете, то и поможет вам. Понимаете? Просто это к тому, что а почему так несправедливо? Нет, это справедливо вполне. Если ты веришь в этого Бога, тебе вселенская сила говорит, ну пусть он и защищает тебя. В чем проблема, я не пойму. Это как и в жизни, знаете, вот я не знаю, вот куда ты пойдешь, например, к авторитетному человеку, который решит твою проблему за 10 минут, или в милицию пойдешь, который тебя там с одного кабинета на другой отправляет, оттуда сюда, отсюда туда, в конце приходит бумага. Отказано за неимением там, возбуждения, поскольку нет состава преступления. Вот и все. Но пойдешь ты сюда, к этому человеку авторитетному, он твою проблему решит. Вот и все. Вот куда пошел, кому обратился, на кого понадеялся, у того и требуй. Разве не согласны? Поэтому это вполне справедливо. То есть было бы справедливо, если бы человек шел к языческим богам, к древним силам, просил жизнь своему сыну. И у него сын спасся, и у того, кто пошел к богу страданий и попросил. В чем тогда разница между ними? Ни в чем. Да, получилось бы так. Но на самом деле разница очень большая, велика разница. Разница в том, что древние боги нас любили, называли нас своими детьми и внуками, а этот бог нас называет рабами. И почему он должен рабов жалеть, помогать и спасать? Скажите мне, пожалуйста, если изначально вся его религия построена на насилии, на боли, на издевательствах, на крови, на уничтожении, на все такое. Так вот, ты идешь, ты говоришь, спаси моего сына. Он говорит, значит так, если сын погибнет, получается, эта женщина будет плакать всю жизнь, значит, всю жизнь будет отдавать нам гавах, энергию мучения. Замечательно. Все, иди, женщина, иди, давай, мы тебе поможем. А потом приходит письмо, да, похоронное. И она говорит, почему ты, Господи, не помог мне? Да потому что у него не было в мыслях тебе помогать. Он как раз и хотел, чтобы тот погиб, чтобы ты своими слезами просто потопила всю округу, и, следовательно, сколько ты будешь жить, столько будешь реветь, плакать, терзать себя и все вокруг, родственники. Следовательно, ты будешь отдавать эту энергию боли вот этому эгрегору. Я не знаю, как еще вам объяснить, чтобы до вас дошло и вы поняли. Ну, вы сами вспомните в своей жизни, сколько раз вы ходили, просили, вот что вы просили, то вы и теряли. Вот и все. Теперь откройте, пожалуйста, мой видеоролик, лекцию, да, называется «Заговор или молитва». У ребенка пупочная грыжа. С детства заговаривали бабушки, там в селениях знающие женщины. Несколько дней ходят, заговаривают, она начитывает, грыжа ушла, закончилась. А теперь садитесь и до посинения молитесь своему Христу. Господи, помоги, чтобы эта грыжа исчезла, умоляю, прошу. И посмотрите, она уйдет никогда в жизни. Так о чем речь? Если вы верите, любите того Бога, который вас мучает и не хочет вас знать, и еще и лозунг придумал: кого люблю, того и мучаю. Понятно, замечательно. То есть, если вы всю жизнь измучены, уставшие, постаревшие раньше времени, со сломленной судьбой, с расхераченным здоровьем, значит, Боженька вас очень-очень любит. Я помню один случай, когда женщина вышла за американца, родила дочь и так далее. И когда он сошел с ума и выстрелил в нее, убил ребенка, потом себя. Он подумал, что жена тоже умерла, а он просто выстрелил в лицо ей. И она ослепла. И женщина в зале говорит: Господь вас так любит, что ослепил вас, чтобы вы не видели тела своих любимых. Она: да, я уже это поняла, я это вот уже понимаю, осознаю. Господь тебя так любит, что сначала твой муж тебя убил, выстрелил в тебя, а потом убил вашего ребенка, а потом себя. А ты еще и ослепла.
Он так тебя любит, обожает тебя, что просто уничтожил твою жизнь. И под 50 лет ты слепая, изуродованная женщина со сломленной судьбой, у которой нет ничего. Если это любовь, пускай этот Господь меня не любит. Пожалуйста, я не хочу его любви. Если вы хотите, пусть он вас любит, обожает и вообще. Так вот, вот эта маленькая лекция, это к тому сказано, чтобы люди понимали, что если вы идете в церковь и туда-сюда, пожалуйста, потом все претензии туда, хорошо? Я пробовала и то, и то. Извините, так не бывает. Я замужем, но я сплю и с этим мужиком, и с тем мужиком. Просто пробую. А что такое, нельзя, что ли? Я уже просто хотел попробовать, кто лучше. Друзья мои, так не бывает. Просите защиту этой силы. Все. К другой силе пойдете, эта защита ослабнет. Просто знайте об этом. Пойдемте далее. Значит, я уже объяснила в начале, что нужно вам делать, то есть в каких случаях эта защита применяется и прочее. Нужно купить 3 замка. Я обещала вам лекцию «Замки в магии», но те замки, которые начитывают ведьмы, это совершенно иное. Это иная сфера. Там совершенно другие замки делаются по заказу и так далее. Это именно ставится на долгое время, но это ведьминая защита. Сейчас не об этом речь. Но на замки читать у себя, то есть можно научиться, то есть если человек знающий, может научить вас, как это сделать. И эти замки не нужно заказывать специально, вы можете на любой замок это начитать. Так вот, вы должны купить 3 замка. Ну, естественно, с ключами, да, с этими. Вот поэтому эта богиня здесь у нас, потому что у нее там ключи. Обычно ключницами их называли. То есть ключ – это символ знаний, символ закрытых дверей и так далее. Самые сильные работы делались на ключ, на гвоздь и прочее. Так вот, 3 замка новых замочка. Можете маленькие, можете средние, можете хоть амбарные, вообще без разницы. Главное, чтобы вам было удобно пользоваться. Обычные заводские замки. Но покупать нужно не взять сдачи, или оплатите картой, или дайте ровно ту сумму, или не берите сдачи. Для мужчин в мужские дни покупаются, для женщин в женские дни. Чтобы поняли, что это такое, там, где название в конце «а», это женский день. Суббота, пятница, среда, да, понедельник, вторник, воскресенье, четверг, да, это мужские дни. Значит, берете для мужчин любой из этих мужских дней, покупайте 3 замка, не берете сдачи. Приходите домой, берете 3 свечи, обычные свечи, желательно, естественно, не церковные, просто свечи восковые. Восковые свечи, да, тонкие. Значит, раскладывайте эти замки. Просто я не буду замками показывать, поскольку я не ставлю защиту, а это очень сильные слова. Нельзя действий показывать, поскольку я в данный момент не делаю защиту. Есть заклинания, заговоры, которые можно произносить, то есть просто произносить, ну, например, на деньги, на удачу. Это не страшно. Это и в обучающих целях можно, и для себя это делается, да, перед экраном. Но есть работы, которые просто так в суе произносить или делать действия нельзя. Вот произносить здесь можно, а действий нельзя делать, если я не намерена сейчас делать защиту. Теперь ставите 3 свечи, вот так, в один ряд, и кладете эти замки рядом. Ключи из этих замков вытащите, пожалуйста, по одному ключу, разложите перед каждым замком. Те ключи вы должны спрятать, чтобы никто никогда их нигде не нашел, эти замки вдруг не открыл. Вот эти ключи тоже, связка ключей с каждого замка, просто прячьте отдельно куда-нибудь. Но с каждого замка, вот, то есть вот для каждого замка по одному ключу раскладывайте вот так вот в ряд. Эти замки нужно надеть друг на друга. То есть как кольцо сделать из замков. Поняли, да, каким образом? Вот на один замок, например, 2 замка надевайте, чтобы они все были вот в одной связке.
Можете надеть таким образом, если войдет, конечно, чтобы 2 замка обхватить сразу. Здесь суть не в этом. Суть в том, чтобы все эти замки вот таким вот образом, то есть были вот вместе связаны. Все 3 замка. В открытом пока состоянии просто вот так кидайте как бы друг на друга, образуется кольцо. Кладете, зажигаете 3 свечи. Запомните ключ какого замка где находится, а может быть это одинаковые ключи, неважно. В любом случае вы 3 ключа должны вытащить. Начитывайте 3 раза. Вы можете закрыть, сейчас замки прям замыкают, да, закрывают сразу же. А можете ключами закрыть, то есть и вытащить ключ. Желательно, чтобы это были такие замки, которые закрываются ключами, они захлопываются. Желательно. Но если не найдете, это не страшно. Это особо не влияет. 3 раза начитали, закрыли эти замки и эти ключи положили отдельно. Теперь эти замки вы должны спрятать там, где вещь вашего сына. Если нету вещи рядом, ну, если или вы для себя делаете, или нет вещи человека рядом, но просто спрячьте. Но желательно в его рубашку, в его какую-нибудь там вещь, значит, завернуть, закрыть и спрятать, чтобы никто не видел. Эти 3 ключа спрячьте в разных местах дома. В маленьких можете, там, например, мешочках, да, спрячьте так, чтобы никто никогда не нашел и вдруг эти замки не открыл. Когда ваш любимый человек вернется, этот заговор, заклинание потеряет силу. Вот смотрите, если ваш муж дальнобойщик, он должен уезжать, приезжать и так далее, оно срабатывает в течение полугода. Через полгода обновляйте эту защиту. Но те замки вы должны либо где-нибудь, значит, закопать, либо кинуть в речку. То есть в такое место, чтобы никто не мог увидеть и открыть. Через каждые полгода это обновляется. И ключи в том числе, но в отдельных местах. Понимаете, ключ с этим замком не должны встретиться. Можете оставить дома эти все старые, то есть сделанную работу, делать по новой, опять эти ключи спрятать. А можете вот из старой работы, уже проделанной, просто замки кинуть в реку, а ключи куда-нибудь в другое место, чтобы они никогда не встретились. И после этого обновить эту защиту и провести еще раз. Но в случае с солдатом, с человеком, который на войне, вы проводите эту работу, и как только он вернулся, окончательно вернулся, все закончилось, вы поступаете точно так же. Либо кидаете в реку, либо закапываете где-нибудь, и ключи в отдельное место кидайте, абсолютно, я не знаю, в лесу закопайте, где-то там в таком месте, чтобы за вашу жизнь никто не смог их найти и никогда эти замки не открыл. Самое главное, чтобы ключи с замками никогда не встретились. Можно их даже хранить дома, там, обновлять, каждый год делать, потом все вместе эти старые замки с ключами вот так в отдельных местах выкидывать. Просто кинуть или в реку, или закопать. Но в одно место в реку нельзя кидать замками и ключами, понимаете? Точно так же нельзя закапывать с ключами. То есть они должны быть совершенно в разных местах. На кладбище, естественно, не относим. Это так. Может быть, есть такие неадекватные люди, которые возьмут и там закопают для надежности. Объясняю несколько раз для того, чтобы было ясно и четко в голове, как и что нужно делать. Итак, все вначале объяснила, теперь заговор. Читайте 3 раза и закрывайте замки. Ключи прячьте в отдельных местах дома. Замки нужно завернуть в вещь человека, либо если у вас нет его вещи никакой, просто спрячьте в таком месте, чтобы никто не нашел и не увидел, кроме вас. Если кто-то увидит, ничего объяснять нельзя. Силу не потеряет, но объяснять нельзя. Если для себя делаете, нужно обновлять каждые полгода. Если опасность отпала, значит, не нужно обновлять. Просто несете эти замки, не открывая. Либо закапываете, либо кидаете в реку. Именно в реку.
потому что это бегущая вода, это движение, река обозначает жизнь. А ключи закапывайте в отдельном месте, чтобы никто не видел. Либо ключи и замки закапывайте, но не вместе, а совершенно в разных местах, чтобы они никогда вместе не встретились. Либо можете, например, сделали, ваш муж вернулся, все хорошо, все, оставьте просто эту защиту, где-то пусть лежит. Она уже не актуальна, потому что она была начитана именно для того случая, когда у человека была опасность. Ну вот будет нужда, возьмете где-нибудь, выкинете. Нет, значит, пускай дома лежат. Просто единственное, почему я говорю, что мало ли что, вот не будет вас дома, кто-нибудь там залезет или ребенок найдет, начнут открывать ради интереса. Нельзя их открывать никогда. Если откроете, ну не будет беды, но придется тут же сразу же еще раз обновить, сделать, иначе, ну нельзя, нехорошо. Нельзя никогда открывать. Даже если время прошло, даже если актуальность отпала, без разницы. Эти замки должны навечно быть вот в таком состоянии. Ну, по крайней мере, за всю вашу жизнь. А после уже вам не интересно, откроют или нет. Начнем. Заговор, заклинание. Это заклинание скорее, потому что это из этой серии. Следующий. Да, со свечами, извиняюсь, забыла сказать. Свечи должны догореть. Огарки свечей можете вынести на следующий день. Проводить нужно в темное время суток, в тот же день, как только вы купили эти замки. В темное время суток. Неважно, можете и 00:00 ночи, 03 ночи, это уже не имеет значения, но главное, чтобы замок для мужчины был куплен в мужской день. Огарки свечей относите под дерево, оставляйте 3 монеты. Если есть страны, в которых нет монет, все время жалуются, уже говорила, вот подобные камни, в них тоже есть энергия. Оставляйте 3 подобные камни и говорите, откупаюсь. Что сказала, то сбудется. Отвернитесь и не оглядываясь, уходите. Ну, кажется, все объяснила. Если чего не объяснила, внизу Яна будет писать, объяснит. Но, в принципе, это не сложная работа, но мне хочется подробно все сказать полностью, чтобы вы правильно провели, чтобы соблюдали все нужные, то есть все нужное, что нужно там провести. В общем, уже заикаюсь. Который час у нас? 3:30, видите? Начнем. Произносить вы должны имя, отчество, фамилия. То есть Иванов Иван Иванович. Или Иван Иванович Иванов. Без разницы, но полностью. Волк идет овец драть. Я буду говорить ты, а вы должны знать, что это имя, фамилия, отчество. Имя, отчество, фамилия. Не будем объяснять одно и то же. Хорошо? Волк идет овец драть. Ты идешь вверх брать. Лев идет добычу рвать. Ты идешь вверх брать. За тобой великая рать. За тобой невидимая дружина. Силой ты отныне равен исполину. Ставлю тебе сохран. Будь спасен и невредим. От пули, от ножа, от плена, от всякого оружия. Огонь погаснет, пуля не долетит, нож и сабля сломаются. Тебя не тронут. Быть тебе орлом, а врагам твоим мелкою птицей. Быть тебе львом, и враги твои станут твоей добычей. Тело твое панцирь, крепче булата, железа и камня. Врагам твоим горе, им погибель и тлен, а тебе пиры, да долгое житье. Слова свои 3 раза повторяю.
3 ключами запираю. Те ключи в море кидаю, да под камнем алатырем прячу. Да громко говорю, в этот день и в этот час я ратного человека, имя, заговорила, от ранней смерти закрыла, за 3 тайными дверями лампаду его жизни спрятала. Покуда эти замки закрыты, никому у него жизнь не отнять. Ключи эти никому не найти, замки не отпирать, двери тайные не открывать, и ему живым домой возвратиться. Так тому и быть, так и случится. Заклинаю. Еще раз. Волк овец идет драть. Ты идешь верх брать. Лев идет добычу рвать. Ты идешь верх брать. За тобой великая рать, за тобой невидимая дружина. Силой ты отныне равен исполину. Ставлю тебе сохран, будь спасен и невредим. От пули, от ножа, от плена, от всякого оружия. Огонь погаснет, пуля не долетит. Нож и сабля сломаются, тебя не тронут. Быть тебе орлом, а врагам твоим мелкою птицей. Быть тебе львом, и враги станут твоей добычей. Тело твое панцирь крепче булата, железа и камня. Врагам твоим горе, им погибель и тлен, а тебе пиры да долгое житье. Слова свои 3 раза повторяю, 3 ключами запираю. Те ключи в море кидаю, да над камнем алатырем прячу, под камнем. Да громко говорю, в этот день, в этот час я ратного человека, имя, заговорила, от ранней смерти закрыла, за 3 тайными дверями лампаду его жизни спрятала. Покуда эти замки закрыты, никому у него жизнь не отнять. Ключи эти никому не найти, замки не отпирать, двери тайные не открывать, и ему живым домой возвратиться. Так тому и быть, так и случится. Заклинаю. Хочу вам сказать, что когда была маленькая, я воссоздала эту работу. Когда я была маленькая, я слышала краем уха, что моя прабабушка, мамина бабушка, вот подобного рода заговор читала на 3 замка на своего мужа. И мой дед дошел до Берлина и вернулся с наградами, орденами. Причем все его братья вместе с ним вернулись. Потому что тогда были знающие женщины. Все вернулись без единого ранения, царапины. Вообще героями вернулись. Так что, друзья мои, это очень сильные слова и очень сильные работы. Только нужно все делать правильно и довериться и уважать те силы, к которым вы обращаетесь. Еще раз. Волк овец идет драть. Ты, имя, отчество, фамилия. Идешь вверх брать. Лев идет добычу рвать. Ты идешь вверх брать. За тобой великая рать. За тобой невидимая дружина. Силой ты отныне равен исполину. Ставлю тебе сохран. Будь спасен и невредим. От пули, от ножа, от плена, от всякого оружия. Огонь погаснет, пуля не долетит. Нож и сабля сломаются, тебя не тронут. Быть тебе орлом, а врагам твоим мелкою птицей. Быть тебе львом, и враги станут твоей добычей. Тело твое панцирь крепче булата, железа и камня. Врагам твоим горе, им погибель и тлен, а тебе пиры да долгое житье. Слова свои 3 раза повторяю, 3 ключами запираю. Те ключи в море кидаю, да под камнем алатырем прячу. Да громко говорю, в этот день, в этот час я ратного человека, имя, заговорила, от ранней смерти закрыла, за 3 тайными дверями лампаду его жизни спрятала. Покуда эти замки закрыты, никому у него жизнь не отнять.
Ключи эти никому не найти, замки не отпирать, двери тайные не открывать. И ему живым домой возвратиться. Так тому и быть, так и случится. Заклинаю. После этих слов закрывайте замки, ждете, пока догорят свечи, хотя бы останется огарок свечей маленький. Ключи прячете в разных местах дома, замки прячете, завернув в его одежду, или прячете, как я вам объяснила, отдельно в таком месте, чтобы никто не нашел. Если читаете для себя, при опасности смертельной, повторяюсь, еще русским языком. Не просто потому, что там Марья Васильевна что-то не так сказала. При опасности нельзя шутить с этими силами. Кто-то не так посмотрел, пойти сделать себе защиту на 3 замка. Зачем? Нет необходимости. Но если есть смертельная опасность, и вы боитесь, вы можете это провести. Так вот, если для себя читаете, естественно, называйте свое имя. Просто имя или меня. Меня там такую-то. Ждете, пока свечи догорят. Замки прячете, ключи прячете. На следующий день берете огарки свечей, уносите под деревом с теми словами, с которыми я сказала. Оставляйте. И 3 монеты. Откупайтесь, уходите. Что еще не сказала вам? Вроде все объяснила в начале ролика. Слушайте внимательно несколько раз. Записывайте, не ждите, пока Яна наберет. У нее очень много дел. Она набирает постепенно, но она не робот. У нее тоже есть свои дела, свой дом, своя семья и так далее. Но при всем этом она все это успевает и делает. Но там, где на русском языке заговоры, меня очень просто вот выводит, когда я читаю, а где заговор, а где ритуал? А что, вы не можете сесть написать, или у вас руки отвалятся? То есть вы до такой степени уже обнаглевшие, что когда у вас просто смертельная опасность в жизни, вам лень просто сесть и записать заговор. И еще раз, пожалуйста, последний раз. Родовая книга мертвых. Если еще раз кто-нибудь посмеет спросить, а где заговор, я просто большими буквами у этого человека на лбу напишу, просто на лбу, заговор под роликом. Потрудитесь заходить просто там, где комментарии, и посмотреть. Меня это уже выводит. А где заговор? А заговор не видно, а нету заговора. А почему заговора нету? А столько времени прошло, заговора нету. Еще раз говорю, на лбу просто красным маркером напишу заговор под роликом. Неужели вам лень просто вот так перемотать и посмотреть, что издевательство какое-то или как понять, я не пойму. Просто буду кидать черный список, вот и все. Потому что нормальный человек не будет писать, еще не проверив. Там сказано, Яна напечатает внизу. Вы что, смеетесь, что ли, надо мной? Я понять не могу. На этом все. Всем удачи, и пусть все вернутся живыми и здоровыми. А мы будем для этого делать все, что можем.